Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая же у вас будет ваша женщина-мечта? Появится ли в вашей жизни такая женщина, о которой вы мечтали? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. И продолжаем знакомиться. Напишите ко мне в комментариях, чем вы обычно занимаетесь вот вечерами, когда приходите домой. Вот что вы делаете, как вы проводите свое свободное время. Итак, смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Вот, знаете, у вас как будто сейчас вот идет как раздвоение. С одной стороны, вы настроены на позитив, да, вы настроены на светлое будущее. А с другой стороны, вот грусть еще, вот грусть, печаль, да, может быть такое упадническое настроение проигрываться. Но уже меня радует, что нет такого вот депрессняка, который часто у нас выпадает в раскладах. Плюс вы человек очень интуитивный, вы настолько сильно чувствуете людей, вот даже окружающих. Вы вот как-то даже вот реально по энергетике даже чувствуете, что вот с этим человеком можно связываться, а вот этот какой-то мутный, да, вот с вот этим лучше никаких дел не иметь. Ну, вы даже женщин, я бы сказала, что вы чувствуете и женщин. Просто почему-то по жизни вот, ну, вляпываетесь не в те ситуации, грубо говоря, да. Вот вроде бы и чувствую, что что-то не то, но вот влюбился по самое не могу. Напишите, есть ли такие моменты, да, вот если влюбился, то все, розовые очки, особенно это было по молодости. Вот по молодости много ошибок было сделано, я думаю, у многих из вас. Вы очень мирный человек, вы не конфликтный, но в то же время вот вы какой-то вот неуверенный в себе, что ли, вот заниженная самооценка такой, можете часто сомневаться, даже в мелочах, да, вот, что одеть, куда пойти, быть или не быть, сделать, не делать, там, связываться, не связываться, ну вот по-разному, да, вот разные ситуации, но не очень уверенный вы человек, вот не очень уверенный. Но я бы сказала, что вот у вас все равно больше позитивных качеств. Вот больше. Понятно, что у каждого человека есть и позитивные, и негативные стороны. Это уже смотря с какой стороны посмотреть. Но вы очень такой, ну, лояльный. Вот лояльный вы человек. К вам очень легко найти подход. Вот если к вам по-хорошему, ну, вы сделаете все. Вы последнюю рубашку отдадите. Если к вам именно по-хорошему. Вот если попросить по-хорошему, да? Так. Смотрим. О какой же женщине вы мечтаете? Вот давайте вот это вот посмотрим. Мне прям интересно вот. Какие же ваши мечты? Какую вы женщину себе хотите? А вы мне напишите, правая или нет. Ну, конечно, вам бы хотелось женщину, чтобы была, ну, либо же моложе вас, либо такая, ну, приблизительно вашего возраста, да. Ну, конечно, молоденьких любят многие. Хочется вам, чтобы женщина была и внешне привлекательная, да, и на ногах хорошо стояла, ну, в финансовом плане я имею в виду, чтобы не сидела у вас на шее, чтобы была и у нее какая-то финансовая стабильность, а еще лучше, чтобы и какой-то там, ну, так скажем, домик в деревне, да, ну, то есть, чтобы недвижимость своя была. От этого вы тоже не откажетесь. Вам хотелось бы женщину еще такую вот, ну, живчика, да, не какую-то там черепаху-тортилу, которая еле будет передвигаться, вот хочется вам какого-то драйва. Вам хотелось бы женщину, которая и сама будет живчиком, и в вас вот поселит вот эту свою неуемную энергию. Так,
еще, ну, конечно же, интим, ну, куда же без него, родимого? Вам бы хотелось такую женщину-огонь, зажигалку. Но в то же время, знаете, вот хотелось бы и женщину с характером, но в то же время, чтобы она была и покорная. Вот два в одном. Потому что, ну, таких строптивых дамочек никто не любит и никто не хочет. Но вы такой человек, который... Вот все равно вы будете подстраиваться. Вот вы, когда влюбляетесь, вы будете подстраиваться под любимую женщину. И я думаю, вы и раньше так делали. Несмотря на то, что вот ну снова, ну куда же, уже даже неудивительно, император снова у нас выпал. Несмотря на то, что вы вот сильный мужчина, да, вот если у вас появляется любимая женщина, которую вы готовы боготворить и носить на руках, то вы все, вы таете. Вот это уже даже не император, а такое, знаете, вот, ну, ягненочек, которого просто можно погладить, да, и все, и он будет уже делать, что надо и не надо. Такой вот белый пушистый, вот котеночек вы такой становитесь, вот ручной просто. И обычно женщины такими мужчинами пользуются. Вот вы таете от любви, император становится белым пушистым котенком. Так. Вот вам бы хотелось, вот идет, не знаете, такая информация, у вас идет острая нехватка еще того же интима, да, он тоже очень важная составляющая любых отношений, как мы все знаем. И у меня такое ощущение складывается, что у вас настолько вот нехватка, да, ну просто по той простой причине, что ну пока любимой женщины нет, а ходить и по помойкам собирать лишь бы кого, ну это не ваш конек, да. Я вообще считаю, что пользоваться одноразовыми связями, но это и удел и слабых мужчин, и тем, которые себя не любят и не уважают. Ну, я так считаю, что ну, уважающий себя человек, он не будет опускаться до каких-то одноразовых вот связей, да, ну как бы не на помойке же себя нашел, да, напишите, вы согласны со мной или нет. Ну, я вообще противник одноразовых связей, потому что, ну, это все не то, это даже интим, но это абсолютно без души. Это так, чисто механически, да? А нужно ли это? Я думаю, нет. Хотя некоторые балуются, развлекаются, но это такое дело, выбор каждого. Далее... Давайте-ка теперь посмотрим, появится ли эта женщина-мечта. Да, вот вы хотели бы такую, чтобы и покорная, но в то же время, чтобы и ручная была. Вот вам, да, вам дома, вам домашнюю еще женщину хотелось бы. Вот, чтобы она была вот во всех отношениях такая вот девочка-девочка, но и с характером, и домашняя. Понимаете, вы хотите, чтобы все было при ней. Конечно, но это из разряда сказки, чтобы прям, ну, все совсем было, да. Но, тем не менее, как говорится, мечтать не вредно, да. Давайте-ка теперь посмотрим, появится ли у вас такая вот ваша женщина-мечта, о которой вы мечтаете. Именно вот для семьи вам хотелось бы, да, я не вижу у вас развлечений. Так, интим, конечно, зашкаливает. Такая нехватка, вот почему-то меня прям тянет вот эта информация, вот постоянно идет, вот острая настолько, вот прям чувствуется у вас нехватка вот женской ласки, женской любви, заботы, но настолько вот вам бы хотелось это иметь, вы уже прям изголодались. Вот кажется, вот дай вам любимую женщину, вы ее порвете как тузик грелку. Так, давайте-ка теперь смотреть. Воплотится ли ваша мечта или же нет? Появится ли у вас такая женщина? Конечно же, появится. Причем даже для брака. Что меня радует, да, это будет женщина, которая по-настоящему станет вашей вот любимицей. Она будет и моложе. Она будет и красивая, и уверенная в себе. То есть именно такая, как вы себе намечтали. Очень немаловажно, вот знаете, как говорят, нужно визуализировать. Вот то, что вы хотите, нужно представлять. И представлять, как будто оно уже у вас есть. Эта методика реально работает. Вы можете даже погуглить, да, посмотреть, там, что такое визуализация. Можете видео посмотреть на эту тематику.
Это реально работает. Вот то, что вы хотите, то, что вы так представляете, даже перед сном можете представлять. Вот, ну, такое должно быть яркое представление, как будто наяву это все есть. Даже можете вкусы, запахи, все можно почувствовать, если очень постараться. Поэтому вот вам Вселенная пошлет такую женщину, именно вот из ваших мечтаний. Хотя вот до этого вы, конечно, будете переживать. Вот у некоторых из вас может проигрываться, что вы вот из-за того, что, допустим, личная жизнь уже какой-то длительный период, может быть, даже месяцами, годами не складывается, вы переживаете, что вот ну не получается найти подходящую женщину. Но вам все равно Вселенная пошлет ее, но чуть попозже. Всему свое время. Я уже не раз говорила в своих видео, что нам дают тогда, когда мы внутренне к этому готовы. Либо же еще может проигрываться, если что-то нам не дают, вот свыше. Либо же может быть негатив на человеке. Вот та же магия, порча, привороты, отвороты. Очень много видов магии может быть. Просто это блокируется, да, вот, допустим, у человека по судьбе семья, любовь, все хорошо, а у человека этого нет и нет, то я бы вам еще советовала сделать диагностику на негатив, особенно те, у которых давно не ладится личная жизнь, либо же, ну, вы не можете найти женщину для серьезных отношений. У кого-то могут быть просто легкие короткие отношения. Это тоже может быть из-за магического воздействия, но нужно исключить. Вот именно магию нужно исключить. Для того эта диагностика и делается. У кого-то ее, конечно же, нет, но есть такие люди, у которых именно из-за вот этих всех гадостей, да, которые делают люди, не ладится личная жизнь. Вот человек реально не может, да, найти женщину, либо же вот бывает, мне люди звонят, да, вот на личные расклады, либо же на диагностику и говорят, ну вот не могу, вот женщины отлетают и все. Ну там несколько свиданий и все. Но опять же, ну это индивидуальный случай с каждым, потому что это может быть и неправильное поведение с женщинами, это чисто психологическое, вот, психология отношений, это тоже нужно уметь себя вести с женщинами. Причина может быть в самом мужчине, может быть магическое воздействие, ну а может быть еще не время, да, что-то вот получить свыше. Поэтому я бы вам советовала исключить, конечно же, эти все отвороты, привороты. И, конечно же, представлять то, что вы хотите. Ну, вот у вас какой-то период вот переживаний, либо же вы его уже прошли, либо вот еще сейчас грустите, вот именно из-за личной жизни, что у вас не ладится, не получается, что вы не можете найти вот именно ту единственную, вот именно для семьи женщину, хотя она у вас будет, потому что, ну, в нашей жизни ничего не бывает просто так, всему свое время. Главное, вот исключите магию. Поэтому ждите, ребята, женщина, мечта ваша появится, вот именно такую, как вы мечтали, и классная, и внешне, и как хозяйка, и для серьезных отношений, и для интима, все будет при ней. Верьте, ждите. И все будет хорошо. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. И всем пока!